Всем привет! Меня зовут Дима. Сегодня будем изучать такое понятие, как декораторы. Я вам расскажу, зачем они нужны вообще, какую задачу решают. Декораторы — это, можно сказать, обертки над функциями. Вы будете встречать это понятие, я думаю, довольно часто, если будете заниматься программированием. Очень часто, кстати, я замечал, используют в JavaScript это декораторы, ну и в других языках тоже. Как создать декоратор? Для того, чтобы создать декоратор, нужно просто объявить функцию, например, назову ее декоратор, вот так вот, которая будет принимать аргумент myFunc. Ну да, просто func, пусть будет такое название. Внутри будет обертка, еще одна функция wrapper, которая что-то делает, print перед функцией. Потом мы здесь вызываем нашу функцию, которую мы передали, или что-то делаем с ней, и после функции напишу. Это вот сделали базовую оберточку, и в конце из декоратора нужно вернуть wrapper, обертку. Мы возвращаем функцию. Так как в Python функции, в общем-то, и в JavaScript являются объектами, то мы можем делать для них обертки. Теперь мы что делаем, к примеру? Объявляем еще одну функцию, например, print hello, так будет функция называться, пусть так. Print hello world. Или тут какое-то действие будет у нас делаться. Дальше что мы делаем? Создаем еще одну функцию. Нет, создаем переменную, объявляем, к примеру, так, ph, вот так пусть будет, ph. Мы сюда вызываем декоратор и передаем сюда нашу функцию. Обязательно без скобочек передаем, потому что если сделать скобочки, то мы будем как бы вызывать ее. Она вызовется пустое значение, ничего не вернется, и у нас ошибочка будет. Так мы ничего не передадим. А тут обязательно передавать функцию. И дальше что мы делаем? Дальше мы просто вызываем ph. И все. Теперь мы можем выполнить скрипт python-script.py. Вот, у нас получился теперь простой декоратор у нас так появился. Это длинная запись декоратора. Какую задачу они решают? Ну, в общем-то, они решают задачу изменения базового функционала какой-то функции. Например, вот самый простой пример, который я вам могу привести, это подсчет времени, к примеру, выполнения функции. Здесь, к примеру, мы выводим start, а здесь end. Мы, кстати, даже можем сделать там это с помощью специального модуля таймер можно в Python сделать. Вот зачем нужно. Либо еще какой-то функционал. Также мы можем и с этой, к примеру, в эту функцию передать функцию, вернуть из этой функции какую-то другую функцию и засунуть в эту функцию. Давайте так и сделаем. К примеру, def test func, пусть будет так. У нас будет функция, к примеру, print test func. Так называться она будет. Принтуем test func. Мы ее будем возвращать здесь. Мы возвращаем test func, вот эту функцию. И тогда мы здесь можем вызвать скобочки. Что здесь произойдет? Вызовется вот эта функция сначала, напечатается print hello world. Вернется тест функции в декоратор и выполнится тест func. Давайте так тоже сделаем для интереса. Вот видите, сначала вот эта функция вызывается. Мы возвращаем из нее вот эту функцию, так как это объект, то мы ее можем вернуть без скобочек, не выполняя. И возвращаем в это. Вот так у нас появился, грубо говоря, декоратор, такой еще один декоратор над декоратором. Также есть более короткая запись. Это вы, скорее всего, наверняка будете ее чаще встречать, чем вот эту запись. Чтобы вот такую создать функцию, нужно сделать следующим образом. Нам нужна функция print hello. Так. Чтобы ее обернуть, нужно написать декоратор.
и взять pH. Так, вот так вот нужно сделать. Так, сейчас. Вот так. Вот это убираю нафиг. Вот так. Вот и все. Я обернул декоратором. Просто что-то немножко это обдумал как-то. Завернуть лучше. Вот и все. Вот так вот я просто обернул декоратором. Ой. А так у нас, вот видите, ничего не работает. Только с возвратом, если. Здесь приходит вот то же самое. Мы просто как бы... Мы здесь пишем, грубо говоря, передаем в эту функцию. Вот эту функцию передаем. Мы пишем то, что вот эту функцию нужно обернуть вот этой функцией. Также может быть у нас два декоратора. К примеру, может быть еще, к примеру, сейчас объявлю декоратор. Так, вот так вот напишу декоратор 2. Пусть будет так. И вот так вот. Перед функцией декоратор 2, после функции декоратор 2. И здесь добавлю еще один декоратор. Вот таким образом. И выполню. И видите, у нас получилась такая длинная цепочка. То, что одна функция передается в другую, вызывается. И вот таких декораторов может быть много. Но есть предупреждение. От чего я хочу вас предупредить? То, что декораторы, они выполняются довольно медленно, ну, как сказать, в программе. И поэтому, если какие-то операции длинные выполнять, ну, какие-то тяжелые операции, от них лучше отказаться. Но очень удобно тестировать, к примеру, если время тут... Сейчас я не совсем помню, как работать, если честно, с таймером. Вроде вот так. Импортируем таймер. Импорт таймер. Тайм. Время импортировали мы. Теперь мы напишем время и приплюсуем сюда time. Так, микро time, да. Вот так вот время. И обернем тут стрингой, к примеру, вот так вот. И у нас, видите, вывелось время. К примеру, вот это время здесь, время здесь. Видите, у нас вывелось, грубо говоря, время начала и конца. Вот эта функция, она как бы обернула, все обернула. Это сначала обернулась двоечка, а потом вот это. Значит, у нас, смотрите, время начала и время конца. Мы даже можем рассчитать разницу. Грубо говоря, смотрите, мы тут, к примеру, объявляем div time. К примеру, нолик равен у нас. А, нет, зачем? В принципе, мы можем вот сюда вот время передать. Сюда мы передаем время, просто здесь мы... Это start time будет. Start time, div time. Здесь мы start time отнимаем, вернее, наоборот. Start time будет меньше. Мы отнимаем отсюда start time. И потом все это печатаем. Таким образом. И вот видите, мы как бы вывели время выполнения функции. Сейчас я вот для красоты напишу. Вот столько секунд выполнялось. Это, видите, у нас, грубо говоря, 4, ну почти 4 тысячных секунды выполнялось. Вот зачем, грубо говоря, могут быть нужны